Когда-то давно, когда я был молодым и красивым, окей, просто молодым, а компьютеры по мощности были в несколько раз слабее современных телефонов, количество жанров игр было далеко не самым обширным. И именно тогда мне очень полюбились стратегии. В сегодняшнем видео я бы хотел показать вам топ-5 стратегий и бонусом еще 2 вне списка, которые до сих пор вызывают трепет и дозу ностальгии в моем сердце при одном лишь упоминании названия. У многих игр из данного топа совсем недавно вышли продолжения или ремастеры, но о них упоминать мы не будем. Если вам интересно, напишите об этом в комментариях, и я обязательно запишу отдельное видео. Также перед началом видео я бы хотел попросить тебя подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Тебе не сложно, а меня это очень мотивирует. Поехали! Первая игра в нашем топе Age of Empires или просто Эпоха Империй. Продолжение первой части, которая также является культовой. Но, как и в большинстве игр из списка в этом топе, запомнилась мне именно вторая игра серии, которая вышла в 99 году. Игра, как правило, начинается с темного века, когда в вашем распоряжении всего пара крестьян и один разведчик на лошади. Постепенно вы обучаете новых юнитов, отстраиваете дома, мельницы, кузницы, возводите стены и, конечно же, совершаете переход из эпохи в эпоху, что открывает перед вами еще более обширные возможности в постройке, прокачке и, конечно же, позволяет вам собрать самую могущественную армию, которая сможет захватить весь мир. Конечно, вы можете просто уничтожить ваших врагов, но это вовсе не обязательно. Для победы можно, например, собрать все реликвии или построить чудо света, которое докажет ваше преимущество перед остальными игроками. Но не забывайте, что как только вы начинаете строить чудо света, остальные игроки получают об этом уведомление. Буквально в следующем году после Age of Empires 2 выходит ответ украинских разработчиков «Стратегия Казаки», которая станет одной из лучших стратегий на территории СНГ. Приятная глазу графика, кампании, одиночные миссии и мультиплеер заставляли нас с друзьями безвылазно сидеть в компьютерных клубах. Игра завлекала настолько, что даже взрослые дяди составляли нам компанию и играли с нами в удовольствие. Разнообразные ресурсы, которые необходимо собирать, строительство шахт, вырубка лесов, засеивание полей, торговля и, конечно же, огромный выбор юнитов от обычных лучников до линкоров и гаубиц. По сравнению с эпохой Империи, игра выглядела более динамичной, поскольку юниты создавались быстрее, их было больше, вследствие чего на самом разнообразном ландшафте происходили такие сражения, что по ним можно было снимать фильмы. Переносимся прямиком в средневековье во времена крестовых походов. Stronghold. Если в прошлых играх данного топа мы развивали города, то в Stronghold основной задачей является развитие нашей собственной цитадели. Собственно говоря, это понятно из названия. Вам, как основателю и главному человеку в замке, необходимо обеспечить людей продовольствием, кровом над головой и работой. А они, в свою очередь, отблагодарят вас привязанностью, налогами и готовностью отдать свою жизнь при защите замка. Экономика – это основная составляющая игр серии Stronghold. Вам необходимо тщательно следить за настроением и лояльностью своих жителей, иначе они смогут устроить бунт или просто умереть от голода. Конечно, в Stronghold не обошлись тему сражений. Оборона замка – это один из самых интересных компонентов игры. Возведение стен, ров с водой, ловушки с шипами, лучники на стенах и, разумеется, котлы со смолой, которую всегда можно поджечь. Это лишь маленький перечень возможностей, доступных вам для защиты вашего замка. Переходим от реальности в мир фэнтези. Warcraft 2. Игра о кровопролитной борьбе между людьми и орками. С одной стороны разъяренные огры, а с другой доблестные рыцари. У Орды есть тролли, а у Альянса эльфийские лучники. Огнедышащие драконы против наездников на грифонах. Это лишь малая часть юнитов, которыми вам предстоит командовать. По классике жанра вы начинаете с нескольких поселенцев, которые развивают ваши владения до сильнейшей армии. Определенно одна из любимых игр, которая запомнилась в свое время благодаря эпичной озвучке от студии СПК. Хотя студии это было сложно назвать, поскольку парни мастерили озвучку прямо у себя дома. Вы занимаете пост командующего Южных сил обороны, и лорд Тредос повелевает вам построить заставу у подножия холмов Хильсбранд.
Если вам не очень нравится фэнтези или средневековье, добро пожаловать в Red Alert. Мы переносимся в параллельный мир, созданный Эйнштейном, противостояние Советского Союза и Альянса, или же попросту США. Основная суть игры. Вы можете принять любую из сторон, в вашем распоряжении будет полный арсенал технологий, который принадлежит США или Советскому Союзу. Здесь нет лучников и мечей, зато здесь есть автоматы, танки и даже башни Тесла, которые с легкостью испепеляют всех ваших врагов. Стрелки могут занимать ближайшие здания, чтобы оттуда вести огонь по вашим противникам. Но будьте осторожны, среди вас может быть вражеский шпион. И вновь мы путешествуем во времени и переносимся в 3200 год до нашей эры, Древний Египет. Градостроительный симулятор, в котором вам, как фараону, предстоит отстраивать и развивать свой город. По мере устранения самых банальных потребностей вроде воды и еды, ваши жители станут требовать больше. Например, доступ к нескольким храмам, развлекательным заведениям, гончарным изделиям или, например, к школе. Все в игре взаимосвязано, и, например, для работы школы понадобится папирус, а для его изготовления необходимо нанять сборщика тростника. Но образованное и удовлетворенное население платит хорошие налоги и позволяет вам все больше и больше развивать ваш город. Один из самых интересных процессов в игре – это постройка пирамиды. Любителям играть в градостроительные симуляторы советую пробовать игру Фараон определенно. Ну и в заключение одна из моих любимых игр Commandos 2 Man of Courage. Она отличается от остальных игр из списка, поскольку вы управляете не целым городом, а отрядом специального назначения. В распоряжении игрока группа солдат, которая отличается в зависимости от миссии. Каждый боец обладает определенными навыками. Например, вор, который благодаря своей ловкости может залезать на стены и пробираться в окна, чтобы открыть двери изнутри. Шпион, который переодевается в одежду врага и с легкостью может разгуливать перед солдатами противника, тем самым отвлекая внимание. Или морской пехотинец, который без проблем погружается под воду с аквалангом и может пробраться к врагу сзади, а затем метнуть в него нож. Кстати, по поводу шума. В большинстве миссий запрещено поднимать тревогу, иначе вас тут же поджидает провал задания. Поэтому продумывайте каждый свой шаг тщательно. Убить врага или просто связать и оттащить его в сторону – выбор ваш. А за саундтрек я хочу сказать отдельно спасибо Матео Паскуалю, который был штатным композитором Pyro Studios. Конечно же, существует еще огромное количество игр вроде Anno, StarCraft или Цивилизация, о которых также исключительно приятные воспоминания. Но в данный список я добавил только те игры, которые именно мне запомнились больше всего. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем удачи, всем пока.